Чтобы сделать такой браслет, берем стрейчевую нить резинку толщиной 0,8 и длиной полметра. Складываем вдвое и фиксируем петлю отрезком другого шнура. Фиксируем на зажим. Очень ровно стараемся выровнять и сложить два конца резинки. Берем иглу для бусин и нанизываем бусины. В данном случае у нас натуральный янтарь калининградский, галтованные и полированные бусины не совсем ровной формы. Сначала у нас идет звено из медового оттенка. Теперь берем одну из нитей резинки и нанизываем несколько бусин. Берем второй конец и нанизываем тоже 3 бусинки. Можно делать это иглой для бусин, а можно, если получается, справиться и без иглы. Теперь берем нить вдвое, надеваем иглу для бусин и берем темный янтарь, одну бусину протягиваем. Делаем это осторожно, чтобы игла не разрезала резинку. Теперь по 3 бусины на каждую из нитей. Натуральный лечебный янтарь очень полезно носить, не снимая. Браслет на резинке подходит, в нем даже можно спать. Он очень гладкий и без застежки, то есть он ничего не цепляет. Очень удобно его носить. Теперь нам нужно нанизать. Следующее звено у нас будет с янтарем лимонного оттенка. Нанизываем первую бусину на резинку двойную. И нанизываем остальные бусины звена. Когда янтарь нагревается до температуры тела, он начинает выделять янтарную кислоту и проявлять свой лечебный эффект. Поэтому его носят плотно на шее, поближе к лимфоузлам, либо на запястье. Теперь берем иглу для бусин. Следующее звено у нас будет коричневый оттенок. Сейчас нам нужно подвинуть бусины, то есть слегка растягиваем резинку и укладываем бусины ровно в красивый ровненький узор звеньями, чтобы бусины были одна за другой. Все, формируем следующее звено.
У янтаря разных оттенков разное действие, поэтому лучше, чтобы в одном изделии было несколько оттенков янтаря. Они имеют разные свойства, у них разная плотность, разное содержание янтарной кислоты. Следующее звено снова медовый янтарь. Мне больше всего нравится медовый оттенок. Немножко подвигаем бусины, чтобы был красивый рисунок. И продолжаем, пока мы не достигнем необходимого обхвата кисти. Слегка растянув браслет, еще раз подтягиваем все бусинки. И вот тогда как красиво укладываются ровно, получаются ровные, красивые, более округлые звенья. Не слишком, конечно, оттягиваем, так, среднее. Вот у нас в итоге получилось, убрался целый сантиметр. Так, еще раз замеряем, все сходится. Теперь отодвигаем первую нанизанную бусину, там у нас петля, и в эту петлю мы вставляем одну из нитей резинки. Сейчас нам нужно сделать узелок. Резинку завязываем, делаем один виток, второй виток и третий. Это первый узел. Затягиваем его. Аккуратно не тянем, потому что резинка имеет свойство рваться. Она состоит из множества слоев, и если дернуть сильно, мы ее просто порвем и придется заново все делать. Теперь делаем второй узелок, точно так же, но делаем не 3, а 2 витка. Один раз и второй. И затягиваем. Если вы видите, второй узел идет перпендикулярно первому. И аккуратно не тянем, а аккуратно подтягиваем 2 верхних, 2 нижних, 2 верхних, 2 нижних. Таким образом у нас получается круглый узелок. Круглый, плотный и очень прочный. Достаем поддерживающую шнур. Так, и теперь разравниваем браслет. Берем клей, капаем каплю клея на наш узелок. Нам нужно его спрятать. Обрезаем резинку близко к узлу. И чтобы спрятать узелок, мы наезжаем бусиной прямо на узел с клеем. Все, узелок не виден. У нас получился красивый браслет из натурального янтаря 4 оттенков. Вот такой красивый, удобный лечебный браслет из натурального янтаря. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пишите комментарии, комментарии обязательно нужны для развития канала. До новых встреч, пока!